Здравствуйте! С вами снова канал «Вкусная домашняя история». И сегодня мы будем готовить блюдо, которое называется мясо под овощами, запеченное в духовке. Нам потребуется помидорчики, картошечка, молодые баклажанчики, сладкие перцы, куриное мясо, немного сметаны и майонеза и несколько зубчиков чеснока. Нам нужно приготовить продукты. Первым делом мы должны порезать баклажаны и замочить их в подсоленной воде, чтобы они отдали свою горечь. Режем небольшими кружочками, примерно полсантиметра. И отставляем их. Дальше нам нужно подготовить мясо. Я использую куриные бедрышки. Нужно отделить мясо от кости, чтобы потом это было очень вкусно и приятно кушать. Если вы не любите кожицу, вы можете ее убрать. Режем на порционные кусочки. Сразу мы мяско солим. Я использую соль со специями. Добавить свежемолотого перца, потому что аромат у него непередаваемый. Наше мяско готово. Отставляем в сторону и приступаем к нарезке сладкого перца. Сладкий перец режем обычным способом. Не очень мелким кубиком. Ну вот, я думаю, что этого будет вполне достаточно. Теперь нарезаем картофель. Картофель режем тоненько. Немного солим. Перемешиваем, чтобы не осталось непросоленных кусочков, потому что несоленый картофель это не очень вкусно. Я иногда добавляю немного, буквально вот пол столовой ложки нашей сметанно-майонезной смеси. И снова можно все перемешать. Ну вот, теперь мы можем приступать к сборке нашего блюда. Берем любую жаропрочную форму, буквально несколько капель масла, и немного дно смажем маслом. Укладываем кусочки курицы равномерно, так, чтобы они закрыли дно. Затем у нас идет слой картофеля. Следующий слой – сладкий перец. Этот слой нужно немного посолить. Совсем чуть-чуть. Далее идут наши баклажаны, которые уже выпустили горечь. Слегка отжимаем их и укладываем следующим слоем.
буквально пару щепоток все-таки соли, потому что сейчас на баклажаны мы будем укладывать помидоры. Для этого я в нашу сметанно-майонезную смесь добавляю чеснок, пропущенный через пресс. Буквально несколько зубчиков для такого пикантного аромата. Перемешиваем. И начинаю резать помидоры небольшими колечками. Вот эти глухие хвостики я убираю, они мне не нужны. И покрываем наши баклажаны слоем помидоров. Вернее сказать, помидорными колечками. Помидоры для нарезки очень хорошо брать не очень крупного размера. Опять же, если у вас крупные помидоры, вы можете разделить их пополам и покрыть блюдо половинками, а не кружочками. Закрываем так, чтобы наши помидоры полностью покрыли баклажанный слой. И, наконец, мы должны это все дело смазать сметанно-майонезной смесью с чесноком. Если вы не любите майонез, вы можете это сделать только сметаной. Равномерно распределить все это можно кисточкой. Наше блюдо готово к отправке в духовку. Проверяем и видим, что сок, который выделили овощи, уже потихонечку бурлит. Поэтому пора уменьшать температуру до 180 градусов. Проверяем наше блюдо на готовность. Мы видим, что овощи, а именно картофель, полностью приготовились. Мясо с овощами готово, осталось только его подать. Невероятно сочная. Ароматная. Наше мясо с овощами готово. Если вам понравилось наше блюдо, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. В комментариях вы можете поделиться со мной рецептами блюд с овощами и мясом. Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Приятного аппетита! До новых встреч!